Ребят, всем доброе утро. Ну что, вот и осень вступила в свою последние, как говорится, права. Вот, выпал снежочек такой. Кстати, Александр вышел с больничного. Да и не только Александр, все вышли с больничного, все переболели, все выздоровели, все хорошо. Александр сегодня, наверное, едет ставить машину на учет. Ну а дальше по ходу будем ставить установку и все такое. Ну а мы сегодня с вами поработаем в первый снег. Посмотрим, что сегодня будет. Пока еще, как говорится, команды не было, что делать. Сейчас пока заведем машину, проверим, обойдем. Ну а дальше будет видно. Так что погнали! Ну давайте для начала осмотрим. Колеса у нас все в норме. Там у нас ничего не сворачивалось. На месте все. У нас здесь с этой стороны тоже все хорошо. Так, масло в баке тоже чуть больше полбака. Вот, ребят, начало потихонечку, видите, в развале масло скапливаться. То есть, ну, это не больно, как бы так уж сильно. Вон там такая лужица небольшая. Некоторые говорят, если нет масла или не капает масло, там с КамАЗа, с МАЗа, типа там из двигателя, там, ну, такая фигня. Значит, говорят, нет масла в двигателе. То есть это такие, говорят, моторы, что должно капать. Ну, блин, это фигня же, правильно? Фигово, когда капает, конечно. Или там где-то что-то сопливит. Я не люблю. Вот. Давайте посмотрим, что у нас. Здесь у нас нормально уровень. Вода у нас, я думаю, тоже все офигенно. И здесь у нас с вами тоже уровень. Вы, наверное, спросите, а для чего ты смотришь каждый день? Вроде никуда такого не ездишь, нагрузки вроде такой большой нет. Все равно, ребят, может быть, солярка пойти где-нибудь, какая-нибудь форсунка там или еще что-нибудь. Ну, то есть, мало ли что, может быть, прибавится уровень. Так-то, конечно, нагрузки как таковой нет, по сравнению, если там кто ездит в леса, там, куда, я тут по территории. Но лишний раз проверить не помешает. Так что вроде пока все нормально, если не считать, что чуть-чуть маслица в развале. Вот. Так все нормально, все хорошо. Ну что, идемте заводить. Пару дней, то есть вот, ну, позавчера, вчера, когда небольшой морозик был, я, конечно, каждый день стравливал с ресиверов. Самые тогда, ну, вы увидели видео, я, конечно, стравливал, было много воды. Сейчас, вот, позавчера, вчера и сегодня, я думаю, то вообще воды уже больше не будет. Так что ресиверы нормально, все там, я думаю, не прихватит, не замерзнет. Вот, видите, воздуха нет, потому что я вчера стравил. Но, блин, он фиговничает. Кран, который сбрасывает давление, то на восьмерки сбросит, то на девятки сбросит, то на десятки. Так, ну что, жига включена, заводим. Вот до чего мне понравился вот этот мотор, вот, мазовский, что, ну, по сравнению с КамАЗом, что заводится, конечно, с полпендаля. Вот. Все просто и, ну, я не знаю. Ладно, пусть пока греется, качается воздух. Так, печь, все работает. Вот, пусть пока греется. Пойдем с вами посмотрим, что где. Так, пройдем. Я примерно, думаю, уже знаю, куда надо сходить, посмотреть, что сделать. Ребят, представляете? А сегодня 63-й рама, ну, подъемник, короче, не работает сегодня. А из-за чего, вы думаете? А потому что нет леса. Лес не привезли. Грязно, сыро, в лес не въедешь. То есть вот есть чутка, но это я тогда еще отобрал. Это на ленту. А на ленте сейчас пилят мелкотню, хвою. Вот. Ну и то, это последки. То есть там осталась тоже фигня, наверное, пол машины. И мелкотня у них кончится, я имею в виду на ленте. То есть леса нет. То есть, ну это радует, что сегодня это не работает, здесь ничего не надо делать. Нужно будет, вчера меня попросили, на дровоколе некоторые подвинуть туда поближе, а некоторые, которые длинные, положить сюда на эстакаду.
Потому что вон там, видите, выгружен ее. Вот здесь надо ему помочь. И на Барсе там надо еще посмотреть. Ну, на Барсе тоже, насколько я знаю. 2 дня назад я последки на Барс привез, выгрузил. Вот, сейчас я пока там не знаю. Ну, там остался еще сушняк. Вот, может быть, сушняк нужно будет подать. Ладно, мы потом проедем, посмотрим. Так, ребят, вон команда поступила. Видите, трактор. Поедем, загрузим горбыля. Пока были на больничном, один тракторист на 2 трактора работал по территории. Накопилось заказов дофигище просто, оказывается. И сейчас начнем грузить. Первый рейс, оказывается, сегодня 2 ему, а может быть и 3. Вот, горбыль, потом вроде как срезки, но срезки вроде не пилили, насколько я помню. Я помню, туда погрузчику уложил, вот, складировал, но что пилили, я не видел. Давайте сначала погрузим первую телегу. Так, ребят, первая телега загружена. С этим первым снегом вот уже маленькие проблемки. То есть, вот видите, скользко, телегу чуть-чуть стащило. Ну, надо было так, вон там встать поровнее. Ну, туда тянуться далеко. Срезки горбыль скользят, съезжают. Он насыпалось внизу много. Все, ребят, трактор торчит походу. Там потому что пипец, что было. Там болото. Не знаю, выйти нет. Но, наверное, здесь забоялся, что здесь скользко. Но он там вообще сейчас, мне кажется, не проедет. Там вот, он туда дальше к лесу. Там вообще финиш. Идет, такой. Пройдет, нормально. Ну что, пока он ездит, выгружает куда-то там в район, давайте подъедем к Дровакову, разгребем там, как просил там Сергей. То есть подадим ему, который более-менее по прямой, на эстакаду, а который кривает туда подальше. Эту кучку нужно будет разгребсти. То есть попрямее, это вон там спереди. Вот. Ее нужно будет положить на эстакаду. Ну а это вот здесь в начале двинуть туда. Там типа пилой распилится. Ну и по возможности вот эти пеньки тоже перекинуть туда, подать поближе. Разгребем по шурику, да и все. И приедет уже дядя Витя, подгребет, и мы сюда встанем и будем ждать второй рейс горбыля. Погнали. Так, все, дядя Витя сейчас подгрудит. Ну а мы тем самым пока разгребем здесь. И все. И у нас будет все в ажуре. Так, ребят, ну что, я думаю, что все, что в моих силах, я сделал. То есть я выбрал здесь более-менее поровней, положил на эстакаду. Вот, здесь остались, отсюда пеньки перекинул туда. Вот, то есть этих пеньков здесь море. Пилить не перепилить, колоть не переколоть. Сворачиваю я, складываю. И подъезжаем вот сюда. В ожидании второй погрузки. Единственное, у кого много леса, просто выше крыши, это вот новенький Discovery. Ну или Барс, кто как его называет. Но он почему-то медленно пилит. То есть если по сравнению с Барсом, по сравнению вот с этой же ленточкой, вот с этой, очень медленно. Это пипец просто. То есть если ребята вот здесь на ленточке пилят лесовоз, ну то есть машину, ну не за смену, но, например, они в 7 начинают, то на день они пропиливают смену, и на следующую смену у них уже кончилось. То есть, ну, где-то там часиков 8:30. Грубо говоря, 10 часов лесовоза нет. Здесь же на Discovery они пилят этот лесовоз дня 3. То есть автоматическая вот эта вся фигня, но она очень медленная почему-то. Хотя там скорость прибавляет, но как они говорят, что типа скорость, если прибавить, начинают греться эти пилы, диски. И их типа загибает, и
Ну или это греется сама по себе. И волна, короче говоря. Доска волной получается. И они ставят там такую, ну, небольшую скорость маленькую, чтобы пила успевала остывать, охлаждаться. Вот. И тогда вроде более-менее получается доска. Конечно, он новый, в нем еще толком не разобрались, там миллион настроек. Вот. То есть пока там разберутся, разгребутся, когда это все. Но в данный момент, блин, он очень медленный. Блин, он сейчас машина проехала. Смотрите, чик. Так, сейчас мы узнаем. Так, ребят, узнал, сбегал. Эта машина от Сергея приехали. Колоть дрова. Вон, 53-й. И подогнали мне такой презентик за то, что я помогал им на дровоколе. Так, ну что, все, ждем, когда трактор приедет вторым рейсом. Ну, а там будет видно. Включимся. Ребят, настало время обеда. Трактор так и не приехал за вторым рейсом. Так что пойдемте пообедаем и будем ждать дальше. Всем приятного аппетита. Ребят, смотрите, как с брикетного цеха фигашит тепло. Барабан там крутится, опилки сушат. И вот это тепло выбрасывается в атмосферу. Ну что, ребят, пообедали, йогуртики вкинули, ништяк. Все, трактор приехал. Идем сейчас грузить и потом на барс. Подкинем им сушничка, остатки. И дальше посмотрим. Ребят, а вот своему работнику вот так происходит. То есть вот он сам, кому повезут, он сам, видите, укладывает. И получается ему побольше. Бонус такой. Побольше войдет. Ребят, вот если хорошо укладывать, то вот так получается. Прям вообще все четко. Прям с горочкой. Как надо. Так, ну что, трогаем. На барсик. Ребят, вот такой снег пошел. Но уже не первый, второй. Такими крупными хлопьями. Вот. Так, ну что, все. Отсюда я взял. Хватит им здесь на 2 дня. То есть нормально. А там уже привезут зеленки. Так, ну это дрова. Сейчас, наверное, Сергею отвезу. И все. Так, ребят, ну что, все, дрова отвез Сергею, все, выгрузился. Снег вообще не детский, попер, бобер. На сегодня, я думаю, все. Всех загрузил, всем все развез. Вот, леса, правда, нигде нет. О, Александр, встречаем. 152 номера. Все, зашибок. На учет поставили машину. Все хорошо. Вот такая была работа в первый снег. Все сырое. Вот эти места, коленки, прям насквозь. Пора уже тащить ватнички, одевать ватнички и работать уже в ватничках. Уже зима. То есть это старый костюм. Потому что как грязно. Я думаю, новый, блин, жалко. Вот. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, ребят. Пока. Увидимся в следующем видео.